Итак, сейчас мы этот каньон поедем вверх. При езде вверх есть также нюансы. Первый. Тело держите максимально сзади, насколько это возможно. То есть, понятно, чтобы не уйти в курву, нужен баланс. Но также стараемся максимально загружать заднее колесо. То есть подсаживаемся. Обороты и передачка, то есть передачка повыше, обороты пониже. Да? То есть мотоцикл должен ехать такой плавные мягкие движения, без резких движений, чтобы не срывать заднее колесо. Вот. И работа с сцеплением. Сцеплением травим, подрабатываем. Как работать с сцеплением, есть отдельное видео на канале, не будем на этом останавливаться. Да, то есть задача ехать максимально в зацеп, там где он есть. Там где зацепа нет, если у нас резкий подъем, то выбираем инерцию там где есть зацеп. Да, то есть разгоняемся и вот эти скользкие участки проходим накатиком. Ни в коем случае на них там уже открываться, газовать нельзя. Тем более на таких вот скользких камнях с водорослями. Также помогаем работать подвеске. Заезжает у нас мотоцикл на камень, на бугор на какой-то. Стараемся максимально загружать заднее колесо. Разгружать переднее, где это нужно. Да? Не упираться сильно во всякие обратные вот эти вот наслоения плит. Не биться туда. Ну, еще момент. Все эти советы не будут работать нифига, если у вас неподходящая резина. Если жесткая резина на камне просто не работает. Это уже множество раз проверялось, когда едут пацаны более высокого уровня, чем я. На плохой резине просто никуда не едут. Поэтому супер софт резину обязательно ставить на камень. И давление в колесе. Неважно, что там у вас. Мус, тублис, камера, толстая лучионы. Важно, чтобы давление было низкое. 0,3, 0,4, а то и 0,2 местами. Так, ну что ж, вот первое сложное место. Подъехали. Может, дерево это не упало. Здесь вот все скошенное. И самая, наверное, адекватная траектория это вот это. Ехать вот, упираться сюда, сюда. И вот здесь вот на инерции проскакивать. Так, так и туда выходить. Если даже не доедешь, можно будет что-то здесь исполнить уже с места. Все, тут разгон. Это 2, где-то 4, 3,5-4 метра. Поэтому надо взять инерцию на этих камнях и там уже подержать зацеп. То есть там ни в коем случае уже не газовать. Прожать подвеску сюда. Ступень такая. О! Тоже нормально. О! Ты че туда заехал бы вообще? Тормоза пришлось искать. Сильно до хера, конечно, дал. Я думал, ты в дерево врежешься. Так, ну что, начинаются каскады такие. Выбираем как бы коричневую вот эту линию, где вода идет, да, по зеленым не едем. Все в зацепчик. Вторая передача. Вот, видите, слышите, как работает мотор. Оп, 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 все. На низких оборотах. Все в зацеп. Здесь подняли маленько передок, потому что такой зуб торчит. С обратным уклоном чуть-чуть переносим через него. Ой, бля! Запнулся в ветку. Вот каскады тоже. Вторая передача. Дадим инерцию чуть-чуть из ручья. Уйдем к рулю, ну классическая ступень. О! На первой надо ехать, маловато для второй газа.
Вот, кстати, смотрите, хорошая ситуация. Я сейчас не поехал прямо, хотя прямо более удачная траектория. Пусть здесь бревно лежало вот это. Я что-то не стал на него ехать. И поехал вот здесь, и здесь запнулся. Соответственно, на каждом таком каменном склоне есть уступчики небольшие. Вот уступ такой. И мы, в принципе, можем даже и по ним закарабкаться с места. Вот уступ. Но он уже с жижей, да, то есть скользкий. Сюда не поедем. Поэтому, хотя что не поедем? Поедем. Перетащим вот сюда жопку. Так, чуть-чуть, хоп. Затащим. Потом переедем, например, на ту полочку. Хотя, вот здесь ступень. Попробуем сейчас с места взять. Если с места не возьмем следующую, то поедем на ту полку. А, даже вот так, наверное, будет комфортней. Вот, поискать траекторию вот сюда, на ступеньку. Вот, заскочил. Здесь поменяем угол тоже. Вот угол поменяли, здесь у нас отвесная, а здесь более пологая. И все, и с места тоже уезжаем. Загружаем колесо заднее. Оп, и поехали. Здесь вот тоже с места запрыжка небольшая. Берем инерцию, вот база мотоцикла. Берем инерцию отсюда. Вот. Откатывается, вот берет разгон метровый. Все, красавчик. Ножки выпрямил, ушел к рулю и заехал. Вот здесь вот вода тоже уже набила траекторию, она просматривается. И вот так вот мы этой линией пойдем наверх. И там, видите, скала такая растет, да? Соответственно, нам, чтобы туда поставиться, далее вот поехать между этим маленьким камнем, нам нужно прохватить вот так прям максимально вперед и перед занести аж вот на ту скалу, чтобы заднее колесо уже заехало на крайнюю ступень, и оттуда, вот с этого угла, мы будем переставляться. Что если мы, то есть надо думать о заднем колесе, насколько оно идет по траектории, то есть думать о линии для заднего колеса, не только о переднем. Эх, видите, вот я сюда хотел поставиться, чтобы жопка вот сюда встала, и я бы уже туда уехал. А меня вот с этого слезало. Ну, чуть-чуть я не дотянул, но ничего страшного, тут можно уже подтолкнуть и сразу туда выйти. Когда толкаем, тоже не надо высокие обороты херачить, чтобы у нас колесо тут гуляло как попало. Все на низких, условно 70%, ну не 70, 60% толкаем в руль, 40 мотором помогаем потихонечку, и все. Тогда это все легко ощущается. Хоп, видите, все заехалось, сил практически не потратил. Ну что, здесь тоже каскад с мхом, вторая передача, разгона много. Отсюда делаем роп, вот кикер как используем, и передок туда заносим. Желательно выпрыгнуть до конца, но если даже здесь останется жопа, ничего страшного. Сейчас посмотрим. О, очень агрессивно. Много момента, много газа.